Приветствую! Вы на канале Медвежий Барабан. Продолжаем более подробно знакомиться с линейкой пневматики Т4Е от компании Umarex. А именно сегодня речь пойдет про Т4Е HDR50 50 калибра. Револьвер Т4Е HDR50 расшифровывается как Home Defense Revolver. В переводе на наш револьвер для домашней обороны. Напомню, что именно так его позиционирует сам производитель. Представляет собой револьвер УСМ двойного действия, почти полностью изготовленный из пластика. Дульная энергия 11 джоулей. Но также есть модификации с дульной энергией в 7,5 джоулей. Особенностью данного устройства является система установки баллона СО2, а именно, чтобы в нужный момент не оказалось так, что баллон стравлен. Его можно установить, но не прокалывать, а сделать это в нужный для вас момент, путем удара в нижнюю часть рукояти. Об успешной активации баллона сигнализирует выступающий шпинек в верхней части устройства. Данная система прокола СО2 баллонов стала уже классической для линейки устройств Т4Е. Внешний пластик качественный, матовый, крепкий, похож на стеклонаполнение типа Zytel. Рукоять симметричная, с небольшими подпальцевыми выемками. Хорошо подходит для средней или чуть крупнее рук. Ствол подпружиненный алюминиевый. Сам магазин, барабан из того же пластика, что и внешний корпус револьвера. Кстати, по слухам, существуют в природе и неоригинальные, полностью дюралевые барабаны. Неавтоматические предохранители отсутствуют. Автоматический предохранитель реализован как на глоках, вставкой в спусковой крючок. Ствол длиной 121 мм несет на себе планки Пикатини. Первую сверху рамки и вторую на нижней части ствола, благодаря чему возможна установка ЛЦУ, оптики, фонариков или подствольное устройство. Да-да, вам не показалось. На нижнюю планку может быть подвешен выпускаемый Umarex подствольный разбрызгиватель под их же специальные перцовые баллончики. Чуть позже покажу все тесты данного револьвера, а пока немного о скоростях. По скорости для версии 11 джоулей скорость резинового шарика весом 1,5 грамма получается порядка 135 метров в секунду. С одного баллончика СО2 получается 3 полноценных барабана. Друзья, нравятся такого плана обзоры? Тогда просьба поддержать меня лайком и подпиской на канал. Уверен, вам это не сложно, а мне приятно. Двигаемся дальше. Из боеприпасов, кроме резиновых шаров, Umarex выпускает еще шары пластиковые с мелом, краской и перцовой начинкой. Ну и это еще не все. На просторах интернета мне встречались пластиковые боеприпасы с остальными шариками и шары с висмутовой дробью. Впечатляет, не так ли? Вес данного револьвера 675 грамм. Напомню, что в данный момент весьма напряженная ситуация с запретом на их ввоз на территорию Российской Федерации и СНГ. Будем надеяться и верить, что данные устройства у нас когда-нибудь легализуют и они будут у нас в свободной продаже. Что касается цены, то все зависит от комплектации. Например, стандартная комплектация – это сам револьвер плюс барабан, стоит порядка 9000 рублей. Более богатые комплектации, например, устройство плюс 25 СО2 баллонов плюс 100 резиновых шариков, стоит порядка 10 тысяч рублей. Не буду все перечислять, но есть комплектации, которые стоят 13 и 14 тысяч рублей. Итак, как и обещал, переходим к тестам. За предоставленные материалы спасибо большое нашему товарищу из Франции. В очередной раз выручает меня. Переходите и подписывайтесь на его канал. У него много годных и интересных тестов и обзоров на различные устройства. А мы поехали! Понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Но не забывай нажимать на колокольчик. Это очень важно, чтобы не пропустить новые видео. Также залетай в группу ВКонтакте и Инстаграм. Ссылочки в описании под этим видео. С вами был Медвежий Барабан. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.